Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я тут вижу, есть два тормозка с продуктами на легендарных шаманах. И честно, я не очень рад им. Вообще не рад им. Потому что, ну... Это моя пятая либо шестая игра уже на сегодня. И эти все игры я пытаюсь записать шаманчиков. И надеюсь, это будет попытка удачная. Тут есть два этих легендарных шамана. И я верю свято в то, что они мне придут в этой катке. Верю. Поэтому, ребят, если вы видите, что я делаю какие-то супер... такие, знаете, очевидные ошибки, либо что-то еще такое, то не обессудьте. 5-6 игр подряд и пытаться записать один и тот же билд. Ну, у меня руки не опустились, но настроение немножечко так подпортилось. Почему я говорю, что это два тормозка с продуктами? Даже не только они вдвоем. У меня еще есть фиолетовый шаман, я его тоже называю тормозком с продуктами. Почему? Сейчас давайте теперь плавно к этому перейдем. Плавно к этому перейдем. В общем, почему я называю двух этих шаманов тормозками с продуктами? Во-первых, у меня была одна катка, где я взял 12 уровень, вдумайтесь на секунду, 12 уровень, и хотел сделать 6 магов плюс 6 шаманов. Ну, чисто такой, знаете, по старинке, по старому билду. И мне не пришел один легендарный шаман от слова совсем. И отгадайте, какой легендарный шаман ко мне не пришел. Вот давайте вы в комментарии пока напишите. А я сейчас вам скажу. То есть вот ролик ставите на паузу, пока я вот это вот что-то там время тяну. В общем, мне не пришел орк-шаман. На 12 уровне за 10 раундов с фулл ролла ни разу не пришел. Просто ни разу не пришел. 12 уровень. Ну, меня и добротно слили, конечно, потому что пока я пытался там переролиться и пока что пытался найти этого шамана, у меня было тонна предметов, которые мне нужно было переработать. То есть представьте на минутку игру, в которой я взял 12 уровень, не переделывая ни одного предмета. Вдумались, да, насколько это фришная игра почти была? Ну как почти фришная? Просто максимально удачная. Мне все хорошо пришло. Ну и панду давай возьмем сейчас, ну чисто, может повезет. И Мьёльнир мы берем по-любому. Почему? Потому что мы это все в Марсе закидываем. Марси будет сейчас наваливать, и у меня будь здоров под такими предметами. Плюс синергия кунг-фу есть. Так вот, у меня была катка еще. Короче, это первая катка, там где я взял 12 уровень, и ко мне не пришел орк-шаман. Эмпресска у меня чуть ли не в 3 звезды собралась, а вот орк-шаман послал меня в задницу. Причем далеко и надолго послал. Глубоко так и вот прям, ну, утвердился. Была одна катка. На 20 раунде у меня был 10 уровень. На 10 уровне у меня было 80 плюс монет. Короче, у меня... Ну, не на 20 уровне. Ой, на 20. Короче, на 20 раунде у меня был 10 уровень. На 20 раунде ко мне пришло вот это гоблинское сокровище. Я вышел 80 монет плюс. И чтобы вы понимали, мне пришел всего лишь один легендарный шаман до 32 раунда. Все это остальное время я был 80 плюс монет, грубо говоря. Мне ни разу... Вот просто вдумайтесь, насколько был анлаг дикий, что за 10 плюс раундов ко мне ни разу не пришел фиолетовый шаман. Вот вдумайтесь, насколько это жестко. Честно, мне хотелось выкинуть ком в окно. Вот реально. Вот есть такая, знаете, золотая фраза, которую я буду говорить ее. Эта игра бесплатна, но стоила мне всего. Вот это точно относится к этой игре. Потому что, я не знаю, на меня кто-то порчу навел, когда я играл на шаманах. Наверное, когда мне вот это, знаете, один раз жестко повезло, что к 20 раунду у меня было 6 шаманов. Вот, наверное, в той катке меня прокляли на то, что шаманов я больше никогда в жизни не запишу. Поэтому, ребят, еще раз говорю, если будут жесткие какие-то ошибки, не обессудьте. У меня и так, знаете, нервы держатся на волосинке, чтобы шаманов вообще никогда в жизни больше не записывать. Может, панда сейчас мне что-то вытащит. Кстати, намекаю, но вдруг кто не знает. Я писал в своем телеграм-канале об этом, но вдруг кто не знает, то 4-листный клевер первого тира добавляет проценты к выпадению шаманам. То есть, если вы закинете... Ой, к шаманам. К выпадению панд. Боже, смотрю на панду и говорю шаманов. Ну, это уже шаман головного мозга. Короче, клевер работает, если что, на панду. Теперь уже. Не знаю, с какого это патча произошло, но теперь клевер работает на панду. То есть, если вы закинете этот клевер в эту панду, у вас будет не 8% шансов выпадения фигуры, а 10% шансов. Пользуйтесь, юзайте по полной программе. А теперь давайте вот все-таки отвлечемся от тех эмоций, которые я вам пытался передать в течение этих 5 каток, и вернемся к этой игре. В принципе, старт у меня более-менее хороший сейчас. Мне все нравится пока что. Пока что я доволен. У меня есть Марси, у меня есть кунг-фу, и в идеале бы мне еще людей поставить. Опа.
Короче, у меня есть план. У меня есть план. Смотрите, Марси в 2 звезды с такими предметами, как у меня, она будет сейчас так лицо разрывать всеми вся, что просто диву даетесь. Диву даешься. Мне на самом деле не хватает человека. Одного. Можно было бы поставить сейчас 2 орков, чтобы получить плюс 150 хп. Но я думаю, что это будет не так сильно, как у меня сейчас стоит. Потому что, смотрите, когда пивные панды накинут свое пиво, а туда пролетит Мьёльнир, либо любая способность, то, соответственно, это будет поджог. А раз это будет поджог, то, соответственно, есть некая вероятность, что прилетит ваншот по тем фигурам, у которых меньше 50% хп. Это круто. Это не знаю, пока что так оставлю. Я свято верю в то, что в скором времени ко мне придет еще один человек, и я поставлю себе 3 людей баф. Свято в это верю. Но посмотрим. Посмотрим. Я уже ни во что не верю в этой игре. Вообще ни во что. Просто. Но то, что мне Марси в 2 звезды пришла со старта с такими предметами, это прям то, что доктор прописал. На самом деле, Марси под такими предметами будет здоров наваливать. Вот посмотрите сейчас, сколько она будет наваливать. Давайте посмотрим. Ну, это короче, это жрецы. Не смотрите. Закройте глаза обратно, не смотрите. Ну все, 3 тычки дала, 450 урона нанесла. Так, ну пока что, неплохо ко мне пришли волшебники. Надежда есть на то, что мне придет все хорошо. 2 чувака играют на лустрике, я только рад. Не рад только тому, что у меня нет бафа людей. Вот этого я не рад. Вроде бы как даже шаманы приходят. Вроде бы как. Уровень, если что, я брать не буду. Пока что. Попозже буду брать. Сейчас не буду. Мне сейчас нужно выйти в хорошую экономику, сэкономить как можно больше хп, потому что у меня идея собрать все-таки шаманов. И вот каких шаманов я в текущей катке вижу? Во-первых, я вижу шаманов через горн. То есть тут в этой катке можно фуловый горн сделать. И вот смотрите, давайте, когда мы соберем фуловых шаманов, я расскажу, в чем плюсы и минусы этих шаманов. Хотя можно, в принципе, сейчас рассказать. Смотрите, после активации способности либо предмета, то ваш шаман начинает перевоплощаться. Давай, вот это, гаси их. Просто, ух ты, ржушь, Марси. Боже, ребята, если вам падает Мьёльнир и у вас есть Марси, обязательно обусти эту тему. Кстати, спасибо, чел пришел. У меня теперь баф людей. А что это было? А что это только что за обновление было? Так, пивную панду продаю, потому что это еще тот пранкер. Так вот, если вам падает Марси, и у вас есть Мьёльнир, обязательно обусти это. Не Мьёльнир, а Майлшторм, потому что сейчас начнется. Зачем ты Мьёльнир называешь 2 тира Мьёльниром, хотя это Майлшторм. Ребят, Майлшторм падает, молнии 2 тира, все, закидываем Марси, и она будет бить, будет здоров. Ну давайте, вот посмотрите, сколько урона сейчас она будет наносить. Просто, то там Рокки Бальбо отдыхает. Чекайте. Сейчас, секундочку, еще чуть-чуть. Вот, тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык. 2500 урона. Тык-тык. Тык. 3700 урона, из них где-то, 15% нанесено магического урона. Это молнии посрабатывали. Круто, это шикарно. Кстати, у меня винстрик. Но раз у меня винстрик, то я думаю, все будет более-менее хорошо. По крайней мере, я на это надеюсь. Возможно, я даже не буду играть на шаманах в этой катке. Возможно. Не факт. Обещать не буду. Возможно, я сыграю через эльфов плюс кунг-фу. Войну, правильно? Правильно. На самом деле у меня есть идея это записать эльфов плюс синергию кунг-фу и сыграть через Кири Марси. Просто Кири Марси довольно-таки легко законтрить. Да и эльфы сами по себе не такая уж сильная синергия. Ну, короче, посмотрим. Получится у меня записать эльфов, то получится. Не получится, так ладно. Тут, кстати, реликвии такие неплохие есть. Но мне реликвии нужны на шмотки. Реликвии нужны на шмотки. Опа, не ожидали, да? Небольшая такая вставочка. Я хочу напомнить, что провожу розыгрыш наушников Fine Plegame H6 в белом цвете. Вся подробная информация, как участвовать и тому подобное, находится в моем телеграм-канале, а там в закрепленном сообщении. Если что, телеграм закреплен в описании под видео, а также в комментариях, а еще у вас на экране появится QR-код. Данный конкурс не спонсируется, не поддерживается и никак не связан с YouTube. А еще не забудь подписаться на мой YouTube канал, потому что осталось всего лишь немного до 2000 подписчиков. А если ты еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Желаю всем удачи и приятного просмотра.
Вы это тоже видите? Мне не хватает сейчас одного волшебника, и я тогда смогу себе сделать фуловую синергию фуловую синергию шаманов. Волшебников. Уже все. Все, мозг потек, ребят. Давайте сейчас посмотрим, насколько будет сильно играть без бафа людей, а вот чисто через вас шаманчиков со старта. Но пока как-то не сильно. Но это охотник. Против охотника тяжело играть в целом. Какую мне реликвию надо? Ну, мне вообще реликвия на шмотку нужна. О май гад. Блин, ну мне в идеале выйти в уровень сейчас. И поставить всех волшебников, и поставить, соответственно, кого правильно. Вот так. Во! Вот теперь сейчас будет развал кабины, ребят. Вот сейчас будет контент на 150%. Кстати, могу вместо Марси закинуть сейчас шаманчика. Но, так как я знаю, что шаманы могут поднасрать неплохо, я не буду пока предметы перекидывать из Марси. Пока что. Хотя, может, и перекину. Но один предмет я точно... О, понял, спасибо. Реликвия ужасно упала. Лучше бы я не ролил. Мне бы реликвии на предметы, конечно, было бы идеально. А так как... Ой, короче. Дело было ближе к ночи. Правильно? Не знаю, сейчас посмотрим, как хорошо будет под... Но все равно Марси, как мы видим, намного больше импакта внесла. Да, 3500 урона. Из них, посмотрите, больше половины магического урона. Ну ладно, что ж, я уже пока что баф людей продал, и не буду пока обратно баф людей ставить. Хотя можно было бы попробовать поставить. Но я в целом даже не хочу панды продавать. Панды неплохо будут. Кстати, это, наверное, первая катка, когда ко мне пришел солнечный шаман настолько рано. Наверное, это первая катка. Надо, кстати, побольше мне найти цепочек первого тира. Чем будет больше у меня цепочек первого тира, тем быстрее у меня будет шаман активироваться. Со старта будет цепочка прилетать, и, соответственно, это будет перевоплощение моих шаманов. Потому что, как видите, шаманы у меня так долго не живут. Их нормально так разваливают. Так, Никс бесполезно появился. Хотя, на самом деле, Никс появился со щитом третьего тира, поэтому неплохо. Но в любом случае, смотри, как Марси мне импакта вносит. Я думаю, если бы не Марси, я бы не тащил так. У меня 10 винстрик почти. Обалдеть. Неплохо, я рад. Я рад и надеюсь, что это все-таки будет та каточка, в которой мне реально повезет. Сегодня мне уж точно повезет. Сейчас такой сглажу и все. Минус винстрик, минус лицо и минус что-либо еще. Ну, посмотрим. Пока что мне все нравится. Можно было бы, конечно, реально попробовать вместо Марси поставить еще одного шамана, но мне кажется, это будет такая грубая ошибка, что ну ее в баню. Потому что вот выпадет мне волшебница эльфийка и все. И делай, что хочешь потом. Правильно? Там, кстати, чел на зверях играет. Через кунг-фу. Пока что у него слабовато, но когда он соберет себе 6 зверей и 4 кунг-фу, это будет уже не слабовато. Это уже будет не шуточки. Дум у противника. Как хорошо. Не, ну когда такие шаманы будут появляться, то это будет вообще шикарно. Легендарный шаман упал. На секундочку. На секундочку, легендарный шаман выпал. Сильно? Я считаю, очень сильно. Минус 7 в табло накинул. Хорош. Я думаю, сейчас шаманов закерить. Думаю, пришло время дать шанс шаманам сыграть. Чисто шаманам сыграть против мобов. Хотя, если упадут плохие шаманы, я думаю, что не вытащу этот раунд. Но пока что все хорошо идет. Тьфу-тьфу-тьфу. 6 зверей. Плохо. Ну ладно, пока посмотрим. Пока не будем загадывать наперед. Пока не будем загадывать наперед. Так, давайте теперь поговорим по поводу шаманов. Смотрите, вот у меня сейчас шаман обалденно появился. Гриттер 3-го уровня с гиперстоном. Хороший шаман, отличный шаман. Скорость атаки невменяемая. Но будут такие шаманы, вот допустим, как вот сейчас волшебница морская появилась. Зачем ты мне нужна? Объясни, пожалуйста. Неизвестно. Вайпер еще более-менее окей, но тоже Вайпер тоже не импактовая фигура. Короче, самый главный минус это рандом фигур.
вы не можете это никак контролировать. Либо что еще. То есть от вас это не зависит. От слова совсем. Это полный рандом. Плюс живут шаманы всего лишь 20 секунд. Это очень мало. В текущей мете жить шаманом 20 секунд — это слезы. Это такие слезы, что не передать словами. Ну, представьте, есть какие-то инсектоиды, которые живут 40 секунд. Есть шаманы, которые живут 20 секунд. То есть твоим шаманам нужно вынести первых инсектоидов, которые вечно живут, и вторых инсектоидов еще, которые переродились и живут 40 секунд. Прикольно? Я считаю, охренеть как прикольно. Короче, любой плотный билд спокойно переживает шаманов и даже не парится на этот счет. Второй минус у шаманов — это полный рандом по фигурам. Это уже третий это уже третий минус. Кстати, как вы могли заметить, это еще четвертый минус — это дубликаты предметов. Из-за того, что появляется пачка дубликатов предметов, ну ты просто, ну, разочарован максимально сразу становишься. Винстрик, сюда, хороший, ты мой сладенький. Обожаю, когда мне винстрик дарят. Ну, короче, я буду дальше идти в уровень. И поставлю пачку шаманов. Я в Марсе, конечно, еще верю. И, возможно, я ошибку делаю, то, что не ставлю Марсе. Но я хочу попробовать поверить в шаманов пока что. Пока что хочу поверить в шаманчиков. Там посмотрим. Так вот, минусы вы услышали по поводу этих шаманов. И еще вот... Ну, на самом деле я считаю, что минус еще один. Это то, что не все предметы активируются. Почему? Я не знаю. Вот серьезно, я не знаю, почему еще предметы не активируются. Кто знает, пишем в комментарии. Как по мне, это лютый дисбаланс. Кстати, вот маг. Но мага я должен вынести сейчас. Хотя фигуры у меня не айс пришли. Не, ну более-менее хорошие, кстати. Могло и хуже прийти. Так, собаку засумонил, отлично. Да, шикарно, вынес. Еще на винстрике посижу. Фух, если сейчас мне будут приходить по фигуры очень плохо, то все. Это будет финиталь комедия. Вынесут меня без шансов. Еще мне реликвия такая ужасная упала, что я даже не знаю, куда ее присунуть. Пишем в комментарии, куда можно присунуть эту реликвию. Вы поняли, о чем я, да? Так, ну... Так, мискликнул кнопочку, надо... Блин, все время забываю убрать эту тупую кнопку. Вот эту вот тупую кнопку с авторасстановкой. Хотя на самом деле... Можно, ну это вручную, конечно, можно кликать, но все же. Эту кнопку надо убрать, как и убрать кнопку с автопредметами. Ну вот видите, какие предметы падают? Тут рефрешер упал, окей. И мифриловый доспех, тоже окей. Ну, кстати, еще один огромный плюс шаманов. Это то, что они не имеют... дебафов от слова совсем, то есть на них не работает морожение, сопротивление магов не работает, на них не работает дебаф нежити, и все по сути. Ну да, все по сути. Если на них что-то еще не работает, ребят, пишем в комментах. На самом деле, что шаманы, что инсектоиды, их разработчик любит на 150%, потому что они внесли сюда, знаете, свою огромную лепту в развитие этих двух синергий. Огромнейшую лепту. И, кстати, вот поставьте сейчас ролик на паузу и напишите, на каких раундах ко мне придут легендарные шаманы, это первое. А второе, придут ли они вообще? И смогу ли я занять топ-3 хотя бы? Потому что сейчас пока что все отлично. Но вот сейчас чек, кстати, пришел, довольно-таки жесткий и неприятный. Вынесу? Надеюсь, что вынесу. Ну, вынеси. Пожалуйста. Давай. Фух. Хорош. Как водку тяпнул. Так, в уровень выходим. Марси ставим. Пойдет. Вместо Марси я бы, конечно, хотел поставить какого-то антимага в 2 звезды. Он бы мне помог нереально с шаманами. Да, там столы, кстати, не очень приятные. Ну, тут чил играет на воинах, поэтому, ну, по сути, воинов я не особо сейчас боюсь, пока у него не 9 воинов. Когда он соберет 9 воинов, там будет проблема. Бог-жрец и 9 магов еще. В общем, для меня опасность сейчас это 9 магов, которые может с прокаста меня снести, так как у меня сейчас никакого дефа нету. А шаманам нужно 2 секунды перевоплотиться, поэтому если в 2 секунды прилетит магический дамаг, то будет ГГ. Будет неприятно. А сейчас ты дашь хотя бы реликвию хорошую?
Шлем Ареса. Ну, я думаю, взять шлем Ареса. Смотрите, я сейчас возьму 10 уровень. На 10 уровне я активирую шлем Ареса. У меня тогда будет шанс на выпадение легендарной фигуры 7%. 7%, ребят. Много это или мало? Напишите в комментарии. Плюс у меня там будет шанс выпадения фиолетовой фигуры, если я не ошибаюсь, 30% где-то. Если что, то в комменты поправите по циферкам. Ну, да, в действительности, для меня сейчас самое опасное это маг, который может с прокаста вынести. И самое опасное для меня это убийца, который тоже может мне пованшотать быстренько. А, ну еще, кстати, зверю может составить проблемы, но зверь там слабоватый. У него мало хп, у него фигуру не апнутая, поэтому со зверем, я думаю, как-то разберемся по бырику. Да, у него там слабая фигура у зверя. И, кстати, там бог-жрец собрался. Но бога-жреца я не боюсь от слова совсем. Мне на него плевать. Потому что мои, если он даже возьмет моих шаманов под контроль, они перевоплотятся. И все, и делай, что хочешь. Но то, что он будет плотный, вот это вот проблема будет. Кстати, вот воин. Смогу вынести? Вот смотрите, сейчас фигуры у меня более... Ну, такие не особо хорошие упали фигуры. Хотя... Ну ладно, Кунка и Шаман Лавы сделали свое дело. Боже, я жирую сегодня на винстрике. Просто жирую на винстрике. Кайф? Кайф. Там, кстати, 9 магов собирается. Я думаю, что против 9 магов мне надо поставить морских. Морской волшебник у меня есть? Есть. Поэтому что? Правильно, можно поставить морских будет. Надо 10 брать, на 10 уровне юзать шлем Ареса и кайфовать уже. Там зверь полностью сролился сейчас. Ну, на самом деле, пока что не фартит по фигурам. Единственное, что апгрейд у меня плохой пока. Так, вот убийца. Так, не успел он ваншотать мои фигуры. 9 убийц у него. Ну, такие себе предметы появились у меня. Какой-то Батлфури бы упал в рыжего лиса, было бы... Не. Ну ладно, я, в принципе, и так долго сидел в винстрике. Вот то, о чем я говорил, ребят. То, о чем я говорил. Да, неплохо его только что поднял. Поднял, обнял. Ну, ладно, к 25-му раунду у меня будет 10 уровень, там я активирую шлем Ареса и буду ролиться потихоньку. Дай бог, чтоб я нашел всех шаманов. Дай бог. Молюсь, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, бог-маг. Ой! Что-то шаманчик там неплохо разошелся. Точнее, снайпер. Вот это вот хорошие шаманы. Почему в предыдущей... Ну, ладно, окей, ладно, проехали. И так все нормально. И так все нормально. Мне нужно как можно больше этих вот цепочек. Да, конечно, круто. Шаман легендарный у меня по-любому будет кастовать свою способность. По-любому вручную будет кастовать свою способность. А вот все остальные шаманы не факт. А легендарный шаман, который будет тучку кастовать, дизраптор, то я его по-любому сделаю таким образом, чтобы он мне 100% кастовал свою способность. И, наверное, я все-таки поставлю морских. Там маг как-то слишком разбушевался. О, там мартретка в 3 звезды. Так, а вот, кстати, маг. Но у него пока нету моментального прокаста. Это единственное, что меня радует. И у него урона, видите, какая? Ну, пока что очень мало урона. Так, бог-маг вылетел, хорошо. А, я тут откис. Ну, в жизни так бывает. В жизни так бывает. Вот то, о чем я говорил. Плотные фигуры будут меня переживать на одном дыхании. Я шлем Ареса юзну, наверное, на следующем раунде. Да.
Шлем РС я, наверное, юзну на следующем раунде, чтобы паролиться с хорошим процентом на выпадение легендарных фигур. Хотя мог бы уже, конечно, и сейчас юзнуть. Ладно. Ну, бог рандома, я верю в тебя, смотри, иначе я харкну тебе в лицо по полной программе. Я понимаю, что бог рандома это любитель мне болтов на 28 накидать, но все же. Пожалуйста. Давай. Я верю в тебя, бог рандома. Ну? Добивайте мобов уже быстрее, мне нужно активировать шлем РСа. Всю игру держал ради этого момента. Я ждал этого момента 1000 лет. Ну? О, наконец-то он его добил. Просто только что хотел уже смотреть, что у него там происходит. И уже волноваться за него начал. Так, один шаман есть, хорошо. Какой кайф. Так, надо сейчас поставить его. Слишком сильная фигура. Селедку продам. Блин, и времени очень мало на самом деле. Так, обезоружь беру, потому что это активный предмет. Закину куда-то сюда, закину пока что. И сюда. Все, отлично. Так, инвокер. На самом деле инвокер такой бесполезный герой. Ну, мне не особо нравится, когда он попадается именно инвокер. На самом деле, лучше всего, чтобы какие-то другие фигуры попадались, а не такой инвокер. Меня бесит инвокер. Вот честное слово. Напишите в комментариях, кого не бесит инвокер. Ну, импресска. Пожалуйста. Прикиньте, мне легендарный шаман приходит. Орк. А импресска не приходит. Кайф. Еще какой. Так, сейчас предметы нормально переложим, потому что все плохо. Какая стрела? Волшебная палочка Гарри Поттера. Так, не, обезоружь мы тебе отдадим. Так, тебе цепочку. Надо одну цепочку кому-то отдать. А вот кому одну цепочку это отдать-то? Ни хрена себе она прилетела и ваншотнула моего шамана. А чё безоружно на нее не прилетело? Сейчас не понял. У меня же есть шмотка на обезоруж. Почему обезоруж не прилетел? Кто-то понял? И у меня тонна цепочек. Неужели тонна цепочек не сработала на обезоруж? Не понял. Я сейчас не понял. Так, цепочку. У тебя две цепочки. Ну-ка, поделись ближним. Понятно. Все, это я дурак, получается. Это получается я дурак. У меня безоруж не активировался по той лишь причине, потому что цепочка была первого тира, там где безоруж. Вот почему не активировалась у меня цепочка. А я-то сижу, думаю, что за хрень, почему так произошло? О, видите, какая легендарная фигура у меня появилась? Импресска. Одна из ужасных легендарок, которая может выпасть в шаманах. Там еще и такой жрец огромный. А ну-ка, сумани, Дума. Дума, сумани. Кабанчик. Какой снайпер? Ты что, больной? Все, мне ханарики. Во-первых, Марса присумонил, во-вторых, еще и снайпера присумонил.
Так, ну что там? Что там по моей импреске? Будет? О, наныл. Наныл. А я что, совсем дебил? А с какого раунда я сижу не в 6 шаманах, на минуточку? Я сейчас не понял этого момента. С какого раунда я сижу не в 6 шаманов? Так, обезоружь работает, все в порядке. Антимаг 3 звезд. А теперь сейчас игра пойдет как надо. Игра сейчас будет как по маслу. Все, отлично. Антимаг откисает. 10 уровень, 2 антимага 2 звезд. Минус 34 в табло. Держи, привет. Там тебе привет передавали. Я тебе его прислал. Я надеюсь, я немного раундов сидел в 6 шаманов, ну, в 5 шаманов, потому что это кринж. Это кринж ситуация. Что-то мне как-то слотов не хватает на столе. Мне надо парочку предметов перекинуть. Убийца там, конечно, огромно. На 7 уровне у нее 3 тройки, конечно, слабые. Там единственная тройка хорошая. Точнее, там тройка Гридер и тройка Мортретка хороша. Блин, у меня пока что все замечательно. О, сундук Джека, это тоже отлично. Так, ну, я думаю, мы возьмем пояс, хотя может рандомнуть. Или пояс. Мне нравится. Мне все нравится. Мне 2 шамана идут таких, обалдеть. Было бы прикольно 2 таких шамана в 3 звезды собрать. В 2 звезды собрать. Это ж нереально огромный импакт. Я, кстати, этот предмет перекину в одного другого типочка. Так, давай. О, цепочечка. Отлично. Вот тебе дадим цепочку, да? Да, тебе дадим цепочку. Цепочек много не бывает. Цепочек бывает мало, но много никогда. О, там Гаст, кстати, собрал себе 2 антимагов 2 звезды и такой думает, ну я сейчас соберу троллей и снесу тебе табло. Ну, кстати, как вариант, тут может это сделать спокойно причем. Если шаманы у меня в хреновых шаманов перевоплотятся, то будет проблема. Я не знаю, как расстановку лучше сделать. Ну, как-то так сделаю пока что. Так, это воин, да? Воин с Тускаром в 3 звезды, как вам? Из хорошего. Антимаг 3 звезд, Манки Кинг 3 звезд и Легионочка. Это еще не все. А, все. У меня шаман откис. Я думал, у меня шаман не откиснет. Так, воин отлетел, это хорошо, потому что если бы воин был плотный, то он мог бы составить мне огромных проблем. О, еще одна импреска. Сюда. Вместо хана, наверное, не буду ставить. А вместо кого поставить? А нет, вместо кого поставить? Все нужные. А все это нужные мне, получается. Почему я говорю, что нужно грамотно сделать расстановку на шаманах? Потому что если сделать ее не очень корректно, то шаманы будут появляться... Ну, допустим, может разор появиться на 3-й линии. И зачем тогда разор нужен? Правильно? Кстати, хпшку, наверное, возьму, чтобы у меня шаман легендарный не откисал. И вот так вот предметов ему накидаю. Чтобы у него было больше скорости атаки, чтобы он больше мог быстрее мог накинуть Сайленс. Ага, понял, Сайленс на меня накинул. Молодец. Хорошая работа, Олег. Хорошая работа. Дима, все. Давай по новой. Так, жрец откис, отлично. Сколько минус? Минус 33. Я считаю, он доволен. Я думаю, он счастлив по полной программе.
У меня столько предметов. Меня это радует. Меня радует такое огромное количество предметов. Это топчик. Топчик за свои деньги. И хпшечку берем, естественно. Надо сделать огромного орка-шамана. Как же поступить? Так, морской волшебник мне не нужен. О, тролль-ведьмак. С хорошими предметами, кстати, там тролль-ведьмак. Единственное, что у него нету аганима и нету посоха третьего тира. Но все равно проблемный. Ой, как хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока-пока. На самом деле, вот этот чел мог меня спокойно вынести с таким антимагом. Но тоже, мне немножечко по фигурам не повезло. Видели, как красиво только что Марс своей попкой? Не, у него хороший такой антимаг. Реально хороший антимаг. Просто ему немножко не фартануло, что пришел к нему я, и у меня довольно-таки хорошо все сработало. Во-первых, у меня был Горнаагр, и этот антимаг потратил свое время на этот Горнаагр. Но и мне фартануло в этой игре. А я что-то не понял, давно я сижу в 4... Ай, да хрен с ним. Сижу в 4 волшебника себе и кайфую. Ребята, вот, ну, просто показал. Ну, на самом деле, ребят, не обессудьте. Это моя уже пятая, либо какая... Я уже не знаю, какая это игра. Это по-моему, пятая, либо шестая игра на шаманах. И у меня вот, честно, даже вот я сейчас сидел и варился. Я варился, я сделал 2 огромные ошибки. Хотя, на самом деле, там, где у меня стояло 5 шаманов, я думаю, это не ошибка. Но я думаю, все-таки это огромная ошибка, потому что я максимально потенциал потерял себе от шаманов. Предметы, которые перевоплощаются +2, это прям, ну, сильно. Я думаю, да, это огромная ошибка все-таки. Мне же интересно, сколько раундов я провел в таких шаманах. Возможно, из-за этого я винстрик слил. Короче, не обессудьте. Бывает. Я тоже человек. Я устал. Все, ребят. Возраст, там все дела. Короче. И просидел в 4 волшебниках. Молодец, молодец. Угу. Ну, короче. Вот так вам надо играть, чтобы сыграть на шаманах. Поняли? Вам нужно сделать 2 грубые ошибки. Ну как, ладно, с волшебниками... Ладно, все равно грубая ошибка. Короче, вот такие вам 2 грубые ошибки нужно сделать. Вот такой винстрик вы должны иметь. И, в принципе, чтобы вам так тоже неплохо шло. На самом деле, мне очень даже комфортно шло все. Я аж удивлен. Но, как говорится, Бог любит троицу. Но в этот раз у меня сработало на 5-й раз. Или на 6-й. Ну, на какой-то из этого точно. Ну, короче, прикольная катка, ничего не могу сказать. Единственное, что все, я отстрелялся. Я сделал контент под шаманов, по шаманам, поэтому что? Правильно, я могу отдохнуть некоторое время. И мне повезло, что в этой катке не было каких-то усратых инсектоидов, потому что был бы какой-то этот инсектоид, он бы меня в тупую переживал, и все, мои шаманы бы пропадали. Вот как-то так, да. Как не надо играть на шаманах? Во-первых, не надо вот так тупить, как я. Это реально фатальные 2 ошибки. Из одной ошибки, по-моему, я даже себе лустрик потерял. Второй момент. Шаманы не тащат против огромного спама и очень толстого билда. То есть, допустим, собрался бы вот этот воин. Где он, кстати? А, нет воина. Не понял, где воин? А, вон воин, отлетел в топ-6. Собрался бы этот воин через вайпера Керри с хорошими предметами, то он бы меня спокойно переживал. Но его бы выносил вот этот вот чел на троллях, ведьмаках. Поэтому... В общем, я думаю, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Если плотные билды есть, мы шаманов не пикаем. Не надо, не надо. И надо, чтобы шаманы обязательно шли. Если шаманы вам не идут, то зачем оно вам надо? Вы потратите лишь свои нервы, силы и все такое. Ну, в общем, контент сделал. Красиво, шикарно. Мне все понравилось. Да, были ошибки, но они бывают. Кто не делает ошибок, правильно? Правильно. Притом я поплавал. Короче. Все, ребят, все. В общем, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк в поддержку автора. Мне будет очень приятно от вашего лайка, потому что я буду тогда знать, что вам контент мой заходит. А также, кто не подписан на мой YouTube канал, обязательно подписываемся, потому что осталось 150 человек до 2000 подписчиков. Кто не подписан на мой Telegram, тоже подписывайтесь. Telegram, если что, закреплен в описании под видео, а также в комментариях отдельным сообщением тоже закреплен. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!